Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы находимся в городе Новосибирск. Это Горский микрорайон. На днях мне наша подписчица отправила одно видео. Чем нас заинтересовала эта история? Тем, что этот дом находится один среди густонаселенного жилмассива. Нам стало интересно, кто хозяин этого дома, почему он здесь живет, и как так вышло, что он остался один среди каменных джунглей. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм, Медов_Игорь. Я вам там всем буду очень рад. И прямо сейчас мы начинаем. Мы сейчас подъехали сверху, потому что снизу не было входа. И вот если отсюда посмотреть, даже не видно, что тут где-то может находиться дом. Вот тут идет такая тропинка. И вот и буквально из-за снежной горы виднеется тот самый дом. Веревка, которая огораживает проход, наверное, чтобы местные жители, которые живут здесь на жилмассиве, чтобы не заходили на эту территорию. Лесенки, ведущие прямо к дому. Здравствуйте! Александр, меня Игорь. Очень приятно. Да ничего страшного. Нас очень заинтересовало, как так сложилось, что вы вот здесь один остались, и каково вам здесь живется, как у вас взаимоотношения с окружающими людьми? Исключительно. Хорошие? Я их не знаю, они меня не знают. Пригласить вас в гости? Если вам не сложно. Это постоянно, то есть вам приходится делать, чтобы элементарно подняться наверх, такие ступеньки. Ступеньки. Это много времени занимает? Сложно? После каждого снега. У вас машина стоит замечательная. Но. А вы на ней можете выехать она отсюда? Не проходит сейчас. Это есть только нереально. Летом. Да, сейчас это на охоту, на рыбалку. А я вон там, Жигули стоит, на нем едешь. Там магазин, да. Еще куда-то, да. И в такую горку летом поднимается машина? Просто здесь это прям же очень... УАЗик, военная машина. Очень крутой спуск. Конечно, вид у вас отсюда прям... Исключительно. У меня третий этаж получается. Третий этаж. А если здесь стоим, тут четвертый. По сравнению внизу. Да. Какой красивый. По ролику казалось, что у вас прям самая низина находится. И знаете, как будто когда весь снег тает, все к вам стекает. Это так, в принципе, и есть. Если с лопатой не постоишь, так не отправишь в сторону чуть. А вы садите здесь что-то? Садим, конечно. Что садите? Картошку, помидоры. Мне интересно, люди, наверное, они же выходят, когда кто-то там покурить, я не знаю, на балконе посидеть, и они видят, как вы здесь копаетесь, что-то делаете. Вот вы что в этот момент? Вы как-то задумывались, как это я выглядит? уже на все как-то положил. Кто там, что там думает. Пусть думает государство, которое о нас заботится. А поначалу неудобно было, наверное? Поначалу ничего неудобно. Первый раз всегда трудно. А как здесь вообще? То есть, я так понимаю, здесь раньше был частный сектор? Да здесь был район, здесь жил, улица Эстафетная наша. Ага. Потом Подгорная. Домов только эстафетная было 8 штук. А в каком это году было? Это, 10 лет назад. А потом начали выбирать, у кого документы плохие или что-то там недоделано. И как так получилось, что вы здесь один остались? Как-то так меня обошли и все. Во-первых, я не захотел в бэушный дом идти. Там предлагали соседям. Угу. Трехэтажные эти сталинские дома еще. То есть они, наверное, посчитали, что дом не оценили в стоимость квартиры и предлагали какую-то вторичку, получается? Кто как, кому что предложили? Да, кто как попало, кому что. А у вас получилось, что просто дом не попал под застройку или как? Не мешает, сказали. Но здесь должна идти лесенка, люди должны ходить туда вниз. Наверное, вам предложили какую-то стоимость, которая вас не устроила. Да. И я с сыном живу, у меня 2 входа, 2 счетчика. Здесь? Да. А дом сколько у вас квадратов? 98. Это нормально. Мне надо, я просил у них тогда еще, когда Даже вторичное вас устраивало? Смотря какое вторичное, 5 лет дом, почему бы и нет? А когда вторичное сталинских времен застройки, зачем мне это? Она старше меня, мне 65. Вам предлагали одну, вы сказали 2, и, соответственно, не сошлись. Да и все, и сразу разговора не получилось. Дом построил, сдал квартиры, расселил, а там все, да? Вы сами тут хлебайте, кто здесь живет. А сколько у вас соток здесь? 10. О, большая территория. Да, было 15, урезали. Так в городе, можно? когда я приватизировал землю, Угу. то в городе больше 10 нельзя, закон такой. А вы здесь с кем живете? Семья.
Ребенок. Жена, Да. жена, ребенок. Внук. А покажете территорию вашу? А сюда нельзя газ провести? Или здесь его нету Здесь просто? даже строить нельзя, нам не разрешили строить дом. Отец хотел строить, жить нельзя. Овражная затопляемая зона. На основании этого они не давали добро на Разрешение. застройку. А вам какую-то баню здесь можно? У вас есть Ну баня? вот она баня, мне хватит. Есть. В свое время вы успели здесь построиться там с отцом, с Ну родителями, я да, здесь наверное? 54-го года живу. Ты что, я здесь родился вон, в Капусте. В Капусте. Корм раньше стоил 17 копеек, я кроликов держал. Стало дорого, все, как говорится, ушло. Мгм. А сейчас булка хлеба стоит 35 рублей. Да. А раньше 16 копеек стоило. Ну вот и подумай, чем кормить. Ты будешь поросенка. Если ему, допустим, в день надо 10 булок. Когда последний раз держали вот какой-то там животных? Лет 20 назад. Вон огород у меня до забора. Видишь, навален. Вон там? Да. Он дальше Ого. шел еще на сотку. На сколько? На 5 соток. У вас сын, да? Да. А сколько лет сыну? Да уже 40 с лишним. Я древний, 66 лет. Ну вы очень молодо выглядите, Ага. я вот про что Вот, говорю. А знаешь почему? Наверное, вот потому что и... Потому что я снег бросаю. Да. Что? Если бы вот возможность была выбирать, допустим, дом, да, нормальный дом или квартира. Ну, если вот они сказали мне, ищи, допустим, квартиру, я пошел, нашел дом. Ну, хорошо, что я деньги, залог не оставил, ничего, Да. это же проблемы лишние быть. Пугали, шугали, тут все. На вас и оказывают какое-то давление? Или вы здесь вообще спокойно живете и все? Тут спокойно живу, что-то. В России разные случаи бывают. Бывает, что поджигают дома, если хотят, чтобы там оттуда съехали. Бывает, запугивают, я не знаю, по-разному в случае. Вот с вами что-то было подобное? Да, не знаю. Я охотник, у меня 4 ружья. Опасно, да, вас Ну, в запугивать? общем-то, тут строители как-то мне камни валили. Ну, я ружье взял, вышел, переломил, 2 патрона вставил. Это бугра, говорю, смотри. Ну, они уехали и все. Ну, зачем наезжать друг на друга? Земля Конечно. круглая, люди встречаются так. Здесь как бы не огорожено, там, не знаю, ребятишки не бегают, там, не топчутся, не воруют. Ну, что они так, еще привыкли уже, они, собака лает. Что поделаешь, Ну, да? а что это? Пацаны, им везде же охота. Они же именно вот туда надо залезть. А вот это бак у вас... Воды наливай из колодца, да и все. А где колодец у вас? Ну, вон он внизу. Вон, видишь? Ну как, насос оставишь, он может поломаться или уйти куда-нибудь. Вот видишь шланг, Угу. туда колодец, насос цепляешь. И это все идет в баню. Да. Как на даче. У тебя дачи не было, что ли? Не, да, в том-то и дело, я этот дом не сравниваю с дачей, потому что мне казалось, что так как вы находитесь, грубо говоря, вот среди высоток, здесь у всех-то все центральное, я думал, что и у вас все центральное, вот в чем момент. У вас что-то есть, только электричество, грубо говоря, да? Электричество и то временное. А гараж ваш? Мой гараж. Это подвазик. Ну, видишь, он сейчас не функционирует. Потому что загородили вам все. Ну, потому что подняли грунт кругом. Да. И Вот вам видишь? нужно было тоже поднимать, по Тут идее. грунт вот так вот идет, вот, видишь, вот, и шел туда дальше-то. И гараж так стоял, вот. И я мог спокойно выезжать. То есть вы сейчас даже дверь там не можете открыть? Ну, дверь открой, ну зачем она нужна? То самое место, про которое говорил Александр Викторович. Вот стоит его гараж. Понятное дело, что сейчас УАЗик уже не поставишь. Забор, территория. Уже никуда не спустишься, потому что здесь вот уже идет тропинка, проезжая часть. Отсюда вид ни с чем не сравнится. Это, конечно, очень необычно выглядит все. Друзья, еще, если кто-то из вас знает какие-то тоже уникальные истории интересных людей в Новосибирске, Новосибирской области, или просто людей, кому нужна помощь у нас в области, напишите мне в мои социальные сети, в мой инстаграм, ВКонтакте. Я вам всем буду очень благодарен. А вот это что у вас? Погреб. Хранится все, что заготовили на зиму. То есть картошка, солонина. А у вас вот есть вывеска «Продам». Да. Кто может купить эту территорию и для чего? Ну вон делают магазины, ставят аквариумники. Какие планы вот вообще на эту землю, на дом ваши какие вот там может быть? Продать и уехать. Мы приехали сейчас еще к одному дому.
Вот так вот он выглядит. Смотрите, это получается тут здесь высотки везде. Там Сибирский молл у нас, вот этот большой дом. И вот здесь, вот представляете, просто между двумя домами вот находится такой небольшой домик. Мы, правда, не можем найти вход к нему. Вот уже объехали на машине. Никто не живет? Да нет, мы просто ходили, когда мяч улетал. Там стекла пустые, заброшенные. Ну да, вот такая территория. Растает, там куча досок. Лазить можно, да? А то есть вы пробовали там в дом, да? Дом мы не постучаться? пробовали. Нет, мы не пробовали. Там замок висит, понятно, что тут. Вход вон там, да, но Мы там туда летом заходили, даже сходить можно. все снегом завалено, и, соответственно, здесь видно, что здесь никто не бывает. Хорошо, что тут, наверное, у хозяев дома есть возможность просто переехать в какое-то другое место. Может быть, они живут у своих детей, либо это просто использовалось как дача. Хорошо, что здесь люди не живут, потому что, я думаю, здесь было бы очень дискомфортно жить маленькие расстояния и совсем, конечно. А сейчас мы поднялись на 19 этаж соседнего дома, и просто посмотрите, как с высоты выглядит этот участок. Сравните, какая огромная парковка. Какая парковка у Сибирского молла и какой маленький-маленький участочек. Просто это вот, чтобы было соотношение. Дом здесь, да, буквально через 15 метров начинается уже частный сектор. То есть, скорее всего, вот эти дома все под парковку также выкупили у них, а этот остался тоже никому не нужный. Ситуация похожая с Александром Викторовичем. Жалко, конечно, что вот так вот не все всегда согласовывается, не у всего есть свое логическое завершение, но вот как есть, так и есть, конечно. Да я одену интеллигентную курточку. В фуфанке хожу как. Вот это мое. Вот, видишь, комната, да? Это ваша спальня? Ну, как хочешь называй. Ага. Вот тоже мое. Иногда внук приходит. А внуку сколько лет? 25. Вот здесь сын, и там комната еще у него рабочая. А вот это вход как раз таки. Да, вот вход отсюда. Вот отдельно Своя вход. зона кухня. Ну, а здесь руки мыть, умывальник, да. Мгм. А у вас супруга где она сейчас? На работе. Она не на пенсии А я работает охраняю еще? объект. Вы, получается, на пенсии уже? Да. Вы говорите, что вот там кто-то снимал. Вы вообще не в курсе этого были? Ну, у меня телефон древний, а вот у кого знакомых, говорит, смотри. Показали, да? вам? Да, и потом в компьютере посмотрели пацаны. Печка не дымит у вас? Нет, Нормально? теплая печка, вот видишь. Это вода кругом, сам печку изобрел, так что... Сами делали? На деревне все так делают, только газ. Не, мы вот обычно, я какой видел не металлический, видел просто типа, кирпичом обложено и Ну, а здесь зашпаклевано. вода внутри. Вот в это, где быстрее нагревается только. Мгм. И получается ведро дашь и... Ну, в кирпичных же тоже как бы баки ставят сверху внутри. Кирпич, ну там змеевики называются, стоят такие нагревательные элементы, как бы. У нас стоял тоже это кирпичная, но она как бы это нагревается не так быстро, как это. Здесь-то кругом вода. Кем работали вот до пенсии? Чем занимались? Ну, мастером работал в порту, я институт закончил. Ремонтные мастерские были, ремонтировал суда. Эти вагончики, трамвайчики всякие были, по оби ходили. А вы Теплоходы. там всю жизнь проработали? Ну какой 5 лет проработал, ушел, а там же прихватизация пошла. А вообще, то есть кем вот за свою жизнь поработали? Сапожником даже работал 10 лет. У вас какое-то свое Да предприятие? свой, поставил будку, сделал, поставил на саду Мгм. у Ленинского рынка, и все, и работал, пока не сожрали. Приезжают, все на снегу работают, стало, то я один обслуживал, допустим, Ленинский рынок, а то... А, просто стало конкурентов больше. Дешевле делали и хуже. Ну понятно, то есть И администрация там другая аренда стала. появилась, да, какая-то? Они там? начали там, то электропроводка не такая, то еще, ну короче. Начали наезжать, я собрался да ушел. А образование у вас какое? Инженер по эксплуатации водного транспорта, диплом. Себя как-то ассоциируете вот это место с чем-то? В интернете вас называют царем горы. Ну, что тебе сказать? Ну, я был боксером. Мгм. И прозвище как-то мне не каждый решался назвать. Раньше к девчонкам ходили тут, не нашим, и то разрешение спрашивали к нам на улицу зайти. Посторонние. А это сейчас дурдом тут. Мгм. А раньше было тут спокойно. Я заметил, у вас там штанга есть даже. Там и гири есть. А это вы или сын там тренируетесь?
Да было все, сейчас внук. А, турник. Ничего себе. Не, по вам видно, что вы это себя в форме держите. А что тебе? Я говорю, лопата. Берешь лопату, снег бросаешь, лопата и все друг. нормально. Без лопаты аккуратненько. Почистишь, пройдешься и чувствуешь себя человеком. Вам здесь много приходится снега убирать. Одни ступеньки только чего стоят. Ладно, пойдемте. Посмотри, лучше вид какой, исключительный. После баньки. Ага. Сядем здесь и так это кайф и ловишь. Чем вам можно помочь? Достучаться до администрации. Ну зачем я здесь нужен вообще? Если администрация дала строителям место и обязала их на договорной основе расселить всех, но не можешь расселить, дай мне денег, я куплю. Просто помощь информационная в огласке, что вот вы хотите отсюда переехать, чтобы вы как-то Да договорились я и давно хотел. с кем-то. Ну, так кто-то за это должен тебе отвечать. Друзья, тогда от вас, если это возможно, делайте репосты, распространяйте это видео, чтобы это видео дошло до нужных людей. Может быть, у нас вместе с вами получится помочь Да Александру просто Викторовичу. годы-то улетает. Да. А это душ, да, летний у вас? Да. Ага. А вот тут туалет. Ну, понятно. А у вас в доме нет, да, туалета? Нет. Вот там парилка. Угу. А здесь печка. Угу. Так что вот это закладываем, просохнет маленько. Предбанник. Вот, здесь отдыхаем, здесь моемся. Не, слушайте, баня-то у вас нормальная, не маленькая. Да какая это, ты чё? Тут, 3 человека нормально. Да, Ну, у нас Вполне. трое есть. вполне. Так что хватает, все. Сюда холодное. Ну, все хватает. Не упади только. Ты сломаешь, потом платить. Да нет. С кем-то из жильцов вообще дружите? Хоть с кем-то вот есть у Да вас еще не общение? успел. Ну, вот тут мужик, вот, он, по-моему, на 6-м этаже как-то собаке мясо давал-то. Ну, в холодильнике остается, выбрасывать жалко, а он овчарок любит. Ну, я думаю... Ну, то как есть- дружит, то я гуляю с собакой там. Там нас много, человек 6, наверное, с собаками гуляет. А, и вы, то есть вы здесь Ну, уже как бы общаетесь так и всё равно общаешься. с Здорово, жильцами? уже знаешь. Так-то прикольно. И вот у кого-то, может быть, здесь квартира, да, там тоже у пенсионеров. А они с вами познакомились, они могут здесь с вами прийти, в баню сходить с вами. Здесь мясо поесть. Да, это без проблем так-то. Соседов же он в этом доме живет, во втором. Мгм. Он всегда приходит. Ну, то есть есть у вас здесь какие-то Ну, конечно, да, здесь знакомые, квартир 6, наверное, кто здесь жил, знакомый. дружите с которыми? Ну, То есть общаемся. вам здесь, в общем, не скучно. Скучно не бывает. Ну, тоскливо. Тоскливо. Вы живете с мыслью 10 лет, что вы отсюда переедете? Ну, конечно. Правильно же? Ну, думал, сейчас уже мало, вероятно. Сейчас уже не верите, что можете Да, приехать? кому надо? Конечно, нет. Жалко, что так получилось, что всех переселили, а вы здесь один остались. Ну, кто что хотел, тот получил. Не очень все равно как бы приятно вот жить на виду Да вообще у отвратительно. такого количества людей. Да, каждый смотрит, пепелит глазами. Ну, зачем Да. это мне надо? Дай бог, что это, что Свалётся, еще не конец. Да, еще ноги не протянул. Так что все нормально. Это вы покупали еще или это отца еще? Списанный я покупал, брал, да потом сделал. Мне для рыбалки, для охоты. А вы часто ездите на... Каждый год. О, Да, главное, чтобы ездил, а там. Ну, как-то уже вошло это открытие охоты, раз собираемся, там поехали. Костер, все, место там свое, озеро. ну проходимая же машина, УАЗик. Ну, едет прям потихоньку, нормально. да. Не верю, что он шибко проходимый. Да? Он сделан, иномарка лучше идет. Спасибо вам большое, Александр Ильич, что вы нас впустили, не прогнали. А что прогонять? У каждого своя работа. Может быть, вам это интересно будет. Я думаю, это нам и очень многим людям интересно. Все равно Да. это что-то такое необычное, в диковинку. Редко, когда вот такое встретишь. Ты мне сделай фильм, покажи флешку, да, и все. А больше ничего не надо. Добро? Спасибо вам большое. Здоровья. Друзья, вот такой у нас получился сюжет. Александр Викторович хороший человек, видно по общению, не озлоблен, никого ничего не обвиняет. Вот так сложилась его жизнь, не получилось и договориться, и переехать. Но
Кто знает, помогите, может быть, распространив это видео, удастся как-то договориться, выйти там на, не знаю, на руководство, на администрацию и получится чем-то ему помочь. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Увидимся с вами через неделю. Всем пока.